Событие «Грязь и металл» продолжается. И в этом видео я собрал для тебя лучшие лайфхаки для прохождения этого события полностью без доната. Погнали! Друзья, всем огромный привет, с вами Харди и очередная серия нашей сурвивалки. Если ты не видел прошлый видосик, обязательно посмотри. Если тебе интересно, как защищать буровые без огнестрела, посмотри плейлист гайды Last Day. Ну а я сейчас покажу тебе лучшие лайфхаки. И начнем вот с этого фантастического лекаря, у которого есть вот такой обкастик. Не забывай про него, потому что урон от оружия ближнего боя 20% это дофига делов. Посмотри на вот эту фантастическую мачету. Если ей дать 40 урона, это восторг. Как и катана. Смотрим. Целый час 20. И каждый час приходит домой лекарь. Просто прибегаем, берем этот обкастик. Если он тебе не выпал, смотри рекламу, обновляй. Они крутятся. То есть ты 100% заберешь этот обкаст. И это очень важно, и это очень круто. Второй лайфхак с бензином ты, конечно же, знаешь, да? Ну вот, к примеру, рыболовный турнир появляется часто. Если нет, сюда, да? Бежим за энергию. И совсем чуть-чуть, чтобы доехать до болот. 27 бенза потратил. Ну и продолжая, значит, по бензину, назад с этой локации ты бежишь просто за энергию. Не забывай об этом. Вездеход здесь не остается, он телепортируется вслед за тобой. Просто. Выделяем домашнюю локацию, бежать, ну и либо идти, если ты выходишь из игры. Не надо тратить бенз. По экономии бензина есть еще очень крутые лайфхаки прямо здесь, на этой локации. Но самый главный, это просто выходишь из игры, и ты окажешься на глобальной карте. Перебегай обязательно в соседнюю локацию, я сейчас покажу, чтобы вот здесь прямо очутиться, да? Конечно же, не забывай, да, монтировочку. Сюда надо обязательно. По ресурсам. Ну, что сможешь, приноси. И нормально ты прокачаешь это событие. Что брать на вездеход из вот этих штук? В принципе, можешь даже гусеницы не брать. Но я считаю, их надо брать, потому что, ну, очень долго будешь ездить. Ты можешь ускорить процесс. Как? Кувырком. Кувырок очень крутой скилл на болотах, юзабельный прям вообще. Очень часто можно оставить в покое вездеход и реально кувырками по островкам, да, ползать. Сейчас на деле все это посмотрим. Вот. Но в любом случае гусениц тебе рекомендую. Вот эту штуку. Она по-хорошему нужна. Чтобы зачищать буровые без огнестрела, тебе потребуется вот эта штука. Крутые буровые потребуются турель. Одной турели хватит на 2 зачистки. Гамма. Хард режим. Представляешь? Ёп, это очень круто. Это 3000 очков. И чё? Но, покупая вот этот таран, держи его просто в запасе, как у меня сейчас остальные гусеницы, да? Повторюсь. Вот этот крюк вообще не нужен в плане прохождения события, деталей сложного оборудования не будет. Но он открывает тебе возможность бензин лутать, сталь, карбон и многое другое. Поэтому, если ты новичок, есть резон в этом крюке, конечно же. Поехали уже на болото. Подробный гайд по этой локации, конечно же, у меня уже есть. Я показываю тебе те немалые лайфхаки, которыми здесь можно пользоваться, да? Можно ли без тарана таранить кожеедов? Конечно, можно и нужно. Просто ты повреждаешь вездеход. Он ремонтируется и очень легко. Разгон нужен, да? Поэтому, блин, это классная экономия бензина, да, если ты будешь тут таранить. И да, все болота можно вот так прекрасно проходить в ближнем бою. Огнестрел абсолютно не нужен. Не забывай про эти точки. Это очень важные точки. И вот тебе еще один лайфхак. Карта события. Блин, можно без нее кататься? Конечно, я уже болото лично знаю наизусть. Но есть те, кто пользуется. Рисовал я ее с другой карты.
Если ты играешь через эмулятор, через ПК, рекомендую тебе вот эту фантастическую карту. Ссылочку ты можешь найти у нас в телеге или в Максе, если у тебя и не идет телега. Кто сделал, не знаю, какой-то парень сделал, да. Я даже общался вот с этим ютубером, да, который указан. Сделал какой-то другой человек, ну красавчик. Чё, здесь все. Здесь реально можно ставить галочки, отменять галочки, где деревья, где ящики, где выдергиваемые крюком, где просто ящики. Но, повторюсь, я считаю, она даже не нужна. Покатался чуть-чуть и уже наизусть эти болота знаешь. Ну реально, прям вообще ни одного ящика не пропускаешь. И есть еще один маленький лайфхак, сомнительный, но все-таки лайфхак. Ты новичок? И у тебя еще и близко нет собранного вездехода, но ты можешь набрать себе ясеня. Его здесь очень много. По мини-карте зеленое такое деревце, да? Очень много этого ясеня. А нафига он нужен? Усилять стеллажи. Согласен, так себе, да? Сомнительная идея. Ну и для сборки. Вот, гидропонная установка, да, нужен ясень. Но все это настолько, ёб, не важно. Вот, ванна с цветами, деревенский туалет, да, уютный прудик. Так себе лайфхак, согласен с тобой, полная фигня. Блин, реально. Еще мелочь, а все-таки достаточно важно. В основном наш персонаж всегда с левой стороны вездехода вылазит. Если заблокируешь эту часть с правой, в основном всегда с левой. И чё, блин, это мелочь, но учитывая, что времени надо просто дофигища, да, для зачистки болот. Сколько? Ну, час, наверное, точно, чтобы фулл сделать. А то и 1,5, и 2. Я считаю, это достаточно важный момент, да? Знать, откуда он вылазит. Если будешь ездить по дорогам, меньше будут стачиваться, значит, гусеницы у вездехода. Ну вот, кувырок, да, но вот здесь он даже и не нужен. Кувырком реально можно продираться. Реально эту локацию можно лутать без вездехода. Как? Ну вот, да? Оп, и на этот островок уже перепрыгнул. Поэтому, если ты хочешь, можно, да, реально исследовать болото без вездехода. Кувырок достаточно быстро откатывается. Но я бы такой фигней не занимался. 160-180 вот этих деталей сложного оборудования на всех болотах. И чё? Тебе этого должно хватить прекрасно, чтобы покупать эти гусеницы. Не занимайся ерундой. Вот тебе топ-совет и лайфхак. Но самый главный, конечно же, это то, что можно защищать буровые установки, не используя огнестрельчик. И даже без пулемета. Не все, но со многими справишься. Монтировку обязательно бери. Обязательно. Здесь есть что ей вскрывать. И крюк. Если ты новичок, реально в нем есть смысл. Дело не в прохождении события. Дело в том, что ты медь, сталь, карбон налутаешь за период этого события. Чик. А, и бензин. Много бензина. Сколько? Очень много бензина налутаешь. По зачисточке. Ну, конечно, надо постараться как можно быстрее буровые, значит, прогрейдить, да, на максималочку. Чтобы проходить все-таки тяжелый уровень буровых. Но если ты не справляешься, можно взять и попроще. Вот она. Сборка победителя. Вот такой вариант возможен. Очень даже возможен. Поехали. Почему? Потому что я буду быстро этих выщелкивать. Мы с тобой лекаря взяли, да? А вот эта штука для быструнов. Арбалет между делом здесь реально падает и очень часто. Хорошо, да? Мне кажется, великолепно. Опять же, это изишный, да, изишный, значит,
бур. Но это уже круто, что ты вообще хоть какой-то сможешь фармить полностью без огнестрела. Все благодаря обкастику лекаря, конечно же. Ну ты в курсе, да? Достаточно просто один раз ударить засранца, и он на тебя агрится. Все. И можешь зачищать уже каких-то других, да, негодяев. Полностью. Без огнестрела. Изи-пизи. Реально, арбалетом пару раз стрельнул. Секрет в лекаре. А где взять? У меня нет модификаций. Вот эти штуки в полицейском участке фармятся. Даже новичок их может добыть. Давай теперь второй вариант, да? Если ты все-таки уже докачался до дрончика. Это очень круто. И никакой тюрели, ты понял. Повторюсь, подробный ролик, как тебе это делать без огнестрела, уже есть. Посмотри в плейлисте гайды Last Day. Перезапустить, начать. Все то же самое, только легче. Потому что вроде дрон такой, но при этом, да, ну вот, но отнимает же. Вот об этом и речь. Да, можно и без него, но на следующих буровых он тебе реально пригодится, да. То есть там прям вот капец. Там есть большой мужчина, ну никак вот по-другому. Даже не знаю, ёп, он только отвлекает, честное слово, блин. Чё, блин. Вот против этих пацанов можно разрушитель, повторюсь, или арбалет, да? То есть тебе их ваншотать надо. Вот с этого, с 2 ударов. Арбалет очень хорош. И падает он здесь же. Вот этих. Либо разрушителем, кувалдой, да? Ну, с лекарем будет веселей, ты уже понял, да? Скорость атаки имеет значение здесь, короче. Понял? Я чуть-чуть побился разрушителем, да? И скорость атаки. Из-за того, что фиговая, у меня, видишь, уже проблемки. Все нормально. Изи-пизи. Теперь давай, конечно же, проедемся по точкам интересов, да? Это прям вообще необходимость. Старайся не таранить. Старайся не ездить по болотам. Тогда сэкономишь гусеницы. Тебе их хватит банально на дольше. И прочность вездехода, да? Оп, видишь? С левой стороны. В основном всегда с левой, повторюсь, вылазит. Только если будет заблокирована левая, да, он с правой полезет. А иногда тебе даже напишут, что типа я не могу здесь вылезти, беда вообще. Типа того. Понял. Бывает такое, бывает даже и не такое. Бывает, ты на вездеход сесть просто не можешь, представляешь? Что делаем? Логаут из игры поможет. Ну вот, что-то мешает, ёб. Словили небольшой такой баг, да? Неприятно. И чё, не проблема, кувырком пройдем. Как раз подошли к следующему, да? Лайфхаку, о котором я говорил по поводу бензина и всего остального. Опачки, ничего себе, что дали. Еще один такой небольшой моментик. Не то чтобы лайфхак прям, да? Но если ты словишь подобный баг, это не проблема. Решается логаутом из игры. Вот, видишь, я остановил вездеход, да? Мало того, что я убить этих засранцев не могу. Никак. Я еще и в вездеходик сесть не могу. Ты понимаешь, что? Что делаем? Выходим из игры, готов был. А я что не выхожу? Бежим дальше, исследуем. Полностью без вездехода. Экономишь бензин, экономишь гусеницы. Опять же, да, когда ты уже будешь знать, где что лежит. Я уже знаю наизусть, ёпа. Реально, не знаю, как ты. И, значит, кооперируем это со вторым лайфхаком. Логаутом из игры. И с третьим, кувырок. Моментом игровым, лайфхаком, как хочешь называй. Тогда спокойно все это получается красиво, да? Вот я лутаю чемоданчики, и я уже на базе. И это, блин, да, пожалуй, самая простая, банальная вещь, но очень крутая. Выходим из игры.
И, конечно же, заходим. Повторюсь, если ты не убежишь в соседнюю локацию, ну, к примеру, вот в эту вышку, ты не окажешься в самом начале уровня. Застревание точно решишь ты таким образом вопрос, да? Все, видишь? Вездеходик стоит рядом, значит, с альфа и не застрявший. А в начало мы сейчас попозже с тобой, да? Телепортируемся. Поехали дальше. Ну вот на этой точке уже могут возникнуть проблемы, да. Жесткое заведение. Да, паровозики, конечно, набирать не стоит, да. Все хорошего. Броню ломают, все ломают, ёп. Такая орда, блин. Ёшки-матрешки. Все, броню взломали. Блин. Это беда. Блин, беда, у меня в почте нет ничего. Да, блин, погоди, давай еще умри, честное слово. А что, голожопом можно зачищать? Ну, а кто тебе мешает? Можно, конечно, просто лечение будешь больше тратить, да? Все дела. Не справляешься, что делаем? Волшебный логаут. Не трать ни секунды, ни единички лечения. Это самый главный лайфхак вообще всех мобильных игр, блин. Просто дюх, сразу резко вылетаешь из игры, да? И готово. И на этот раз мы с тобой забежим вот сюда. Ну и, соответственно, ты возвращаешься по новой в эту локацию. Где тебе еще быть, как не в самом начале в зоне NPC, да? Логично. Но второй логаут тоже имеет значение. Ты будешь рядом с ближней буровой. Альфа, бета, гамма. Я раньше думал, точка интереса может быть. Не, нифига. Альфа, бета, гамма. И чё? Не тратим бензин. Спасаемся от проигрыша, от дополнительных затрат, да? Не ломаем, значит, фантастические наши гусеницы. Чик и все. Вот это вообще, конечно, прям инструкция к исполнению. Снять. Еще один очень крутой лайфхак не показал тебе. Это буровая гамма. Она реально самая простая. Красочно ты можешь посмотреть, почему я считаю ее такой простой. Повторюсь, в гайдике. В гайдике про ближний бой. Куда это я взял? Я могу купить тюрель. Но нет, мы возьмем вот эту штуку. Повторюсь, если ты новичок и тебе есть еще куда развиваться, этот крюк реально, это очень круто. Прежде всего, трать его, естественно, на распаковку буровых. Потому что прям вот один раз крюком сломаешь ворота, там не ворота, да, и тебе прям дофига дадут. А потом уже ящики вскрываем. В них тоже дофига чего ценного. Не ломайте гусеницы, пожалуйста. Дайте еще покататься. О, пошла жара. Ха-ха-ха, блин. Еле-еле ее. Хай-левелы говорят тебе, ты что, не покупай крюк, потому что у них есть и карбон, и бензин, и все на свете. Им надо только события. Но если ты новичок, есть резон в этом крюке. Очень даже. Ни одним событием сыты, так сказать. Опачки. А что происходит, когда ты умираешь? А это еще один офигенский просто лайфхак. Ну, мало того, что ты можешь посмотреть рекламу и восстановиться со всеми вещами, которые у тебя в инвентаре, есть, тебе их надо домой. Да, это чистой воды телепорт. А можно и не восстанавливаться, просто воскреснуть. Трупик будет ждать тебя прямо там на болотах. Ну, а ты можешь спокойно дома взять все, что тебе надо. То есть, прям специально умираем. Тебе надо домой? Не надо тратить даже энергию ее. Просто подбеги к первому попавшемуся кожееду и умри. Твоего трупика красиво телепортируют прям в зону NPC. Это, блин, огонь вообще. Это один из самых главных лайфхаков этого события. Ну, он реально крут, да? Одеваемся и поехали. Покажу тебе самую лютую просто буровую. Повторюсь. Делай телепорт с вещами. Без проблем. Если тебе их надо домой отвезти, да, эти вещи. Если нет, тогда вообще ничего не тратим.
Реально, отбегаем в болото. Ты можешь даже просто банально зайти в жижу и умереть. В болотной жиже. Даже зомби не нужен. Если на локации написано обновиться, когда вы покинете ее, вот так делать не надо. Ты можешь умереть, один раз в сутки рекламку посмотрел и как бы не умер, телепортировался домой, да? Но вот так вот бросать, значит, трупа нет. Ты его не бросишь. Он исчезнет. Здесь все можно. Почему? Ну, потому что это событие, всегда разработчики, значит, лояльны к нам, когда события какие-то идут. Пока мы катимся, давай небольшой итог подведем. Если все-таки тебе еще есть куда развиваться, да, и ты, ну, практически новичок. Кто-то скажет тебе покупать тюрель. Да, можно, тебе ближний бой тогда не надо будет тратить. Я тебе скажу, что ближний бой уж где-то достань. И тюрель не покупай. Покупай крюк. Потому что бензина много налутаешь. Сталька, не сталька. Ёп, это очень круто на период, пока ты еще развиваешься. Даже вот эти части двигателя, тебе их надо достаточно много. Улучшение буровых. Да даже первый уровень буровых уже хорошо ты будешь фигачить. Тут главное, чтобы тебе времени хватило на зачистку этих буровых. Поэтому тоже усираться прям не надо их усилять. Это те, кто события в максималку проходят, да? Вот им надо усилять, как можно быстрее буровые получать. У тебя своя игра. Ну ты понял, да? Это просто, блин, ну это очень круто. Это нам еще стали карбона не дали. Прощайте, мужчина. Видишь, да? Я потратил крюк, что вот эту дверь открыл, что в болотах, да, там ящик крышку сорвал. Но здесь выхлоп, здесь аж 3 чемодана. Он здесь пожирней. То самое, да? Посмотри уже, сколько частей двигателя нафигачил. Казалось бы, так это всего один карбон. Это не всего один карбон. Это много. Один карбон имеет значение в этой игре. И ты каждый день можешь дальше, дальше, дальше. За период события ты можешь реально солидно собрать этот карбончика. Стак, а то и 30 его. Дают ли вот в этих чемоданах карбон? Я не знаю, я не проверял. Я не так много пользовался этим волшебным крюком, да? Готово был. Левая сторона. Левую сторону держи свободно, и все. А вот тебе и в ящичке дали, да? И стальную пружину. Ну и опять, конечно же, бензин. То есть за период этого события, пока все будут заниматься событием, ты можешь нафармить, как новичок, просто тонны этого бензина. А если ты тоже хочешь события проходить, без проблем. Один день события, второй день, значит, покупаем крюк и вскрываем эти ящики волшебные. Они реально очень крутые. Вот моему персонажу они нафиг не нужны. Да? Я просто для тебя снимаю контент, показываю, что имеет место быть. Но так по факту это очень круто. Карбон, сталь, медь, шестеренки, пружины, блин, части двигателя. Это все выдергиванием крюка. И это, я тебе скажу, круто. Ну, точки интереса ты уже понял, да? Что их игнорировать не надо. Мало того, что в них эти запчасти, когда ты будешь каждый день забирать по 160-170 запчастей, представь, что это будет. Ты крюк купишь, ты тюрель купишь, покупаешь тюрель, в ближнем бою спокойно проходишь, блин, даже альфа, хард режим. Ну, короче, вообще, звезды сошлись, у тебя все будет великолепно. В общем, все апгрейды вездехода имеют значение. Реально, нету плохих. Просто смотреть надо по персонажу, по твоей развитости, что тебе надо, да? Давай еще доедем все-таки до, значит, альфы. Да, здесь не так много лайфхаков. Все какие были уловки, значит, я тебе показал. Но самое главное, чтобы было время все это делать. Ну и в заключение нашего видео. Повторюсь, лайфхаков очень мало. Я просто тебе показал, да, то, что есть, плюс пару рекомендаций. Вот эта буровая, она реально простая.
Блин, вот ты посмотри, 900 очков. Это как 2 хард режима в буровой, значит, альфа, да? Опять же, да, обрати внимание, пока что дрон мне вообще никак ёб не помогает. Вот сейчас у него будет шанс падаль чуть-чуть добить. Добил? Да черт знает. Добил? Фиг его знает, что-то как-то не очень. 40 урона. Катана или мачете. Вот что решает реально. А не наш, значит, этот волшебный ёб дрон. Ну вот он добивает, да, по чуть-чуть. Ну вот, куда мы его ставим. И пускай он этого дядю напрягает. Дядя большой, в этом сложность, значит, этой зачистки. Ну так, по фактику, да? Дрон засранец. Засранец дрон, вообще. Если у тебя будет распиливание на разрушители, хочу заметить. Это прям огонь. Все, дубль 2. Давай сделаем тогда легкую зачисточку, да? Мне кажется, очень даже круто. Но имей в виду, если ты будешь фигачить буровую выше грейдом, но слабее уровень сложности, это не значит, что это прям имба. Почему? Давай я тебе покажу. Еще одну зачисточку сейчас сделаем, да? Еще один момент в конце этого видео хотел тебе, значит, показать. Если ты будешь проходить прям красиво тяжелый уровень сложности, тогда я тебе рекомендую вот эту финальную буровую. Это просто восторг. 1500 ее очков. 3 раза это 4500 очков. Ну это много, да? Вот. А если не тяжелый, а допустим вот эта буровая изи режим, ну тогда начинай с альфы. Потому что в альфе перезагрузка 5 деталей, а здесь 25. И не имеет значения, какой уровень сложности ты будешь проходить. Вот так вот. То есть, если у тебя есть огнестрел, или, допустим, ты будешь на вездеход покупать пулемет, или у тебя помощнее дрон, или вообще все вместе, да, тогда твоя тема это вот эта буровая прежде всего. Все-таки 4500 очечей, да, за 3 зачисточки. А если нет, тогда посмотри, обновить 25 деталей, блин. Тогда начинаем, как и положено, новичку. И вот там, ты сам видел, перемотай ролик в начало. Можно проходить хард режим без проблем. Буровая альфа. Бета чуть-чуть посложнее, да? Ну и так далее. Теперь я просто беру, выхожу, и я с ящиками уже у себя там на базе, да? Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой, малюсенький видосик. Не забудь поддержать, оценить лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все-таки выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Анонсы всего, сливы обновлений, уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши. Скучно точно не будет. Ты никогда ничего не пропустишь. Увидимся на стриме. И да, мы сегодня с тобой весь ролик без единого выстрела играли. И очень неплохо. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.